Только так можно пройти через лужи. Погружаемся. Глубоко. Так. Одесса умеет удивить. О, подумаем, как меньше воды. Вот кто-то даже так бежал по лужам, что просто потерял свой башмак. Всех приветствую из Одессы. И в Одессе сегодня просто полный апокалипсис. Посмотрите, что творится на улицах города. И это далеко не самый худший вариант. Посмотрите, что сейчас происходит в Одессе на других улицах, в домах. Просто тонут машины, люди, дома уходят под воду, особенно первые этажи. Просто вот действительно катастрофа в городе. В целом в Одессе неблагоприятная обстановка началась еще вчера вечером. Первое, что случилось, самое страшное, это то, что прозвучал сигнал воздушной тревоги. И через несколько минут буквально мы услышали 3 очень сильных, очень мощных взрыва. После чего мы узнали, что после этих взрывов есть и пострадавшие, и погибшие. Также вчера по Одессе передали штормовое предупреждение, и вечером начался очень сильный ветер, а на море начался шторм. Но дождя ночью не было, а начался он утром, и посмотрите результаты того, что может природа и какая внезапная стихия может настигнуть город. В городе, можно сказать, сейчас сложная обстановка, не ходит общественный транспорт. Затопило улицы, дома, подъезды. По городу даже в некоторых местах валяются деревья и ветки. Неудивительно, что общественный транспорт не ходит еще потому, что, во-первых, он может повредиться, а во-вторых, если понаблюдать за остановками, то даже когда проезжает просто маршрутное такси, оно не может остановиться из-за того, что людям тогда придется выходить просто в воду, а она достаточно высокая. Остановки затоплены, поэтому маршрутки проезжают дальше, находят где-то сухие места, сухие тротуары и уже там высаживают своих пассажиров. Не представляю, как людям садиться с остановки в общественный транспорт, потому что общественный транспорт даже сюда не подъезжает и не останавливается. Затопило буквально все. Машины еле проезжают по лужам. На этой улице меньше воды, чем на других. На некоторых улицах машины просто доверху в воде. Смотрите, вот остановка. И маршрутка просто не может остановиться, чтобы высадить пассажиров. Смотрите, какая вода везде. Настоящая осень. Сентябрь начался по-осеннему. Смотрите, вот еще один другой башмак. Это там был какой-то кроссовок, туфля, а здесь какой-то вот такой босоножек. Такое чувство, что реально люди бежали по воде и потеряли свою обувь. Пойдем с вами дальше, посмотрим. О, вот, смотрите, здесь палисадник. А в палисаднике образовалось просто целое море. Смотрите, здесь глубина сантиметров 15. У нас все из крайности в крайность. То у нас жара 40 градусов, то у нас вот такие сильные дожди.
когда проезжают машины, здесь просто волны образуются. Смотрите, уже листья желтые. Все напоминает о том, что в городе осень. Здесь уже воды немного поменьше. Но если посмотреть телеграм-паблики, то там просто катастрофа на таких улицах, как Балковская, Варнинская. Очень высокая вода, и машины просто плавают. Так, торговли ни у кого никакой нету, потому что по улице практически не ходят люди. Все спрятались. Уже немного вода сошла с тротуара, потому что до этого я шла только с пакетами, потому что обувь вся мгновенно становилась мокрой. Нереально было идти по улице. Сейчас уже получше. В этом году такие какие-то сильные дожди в сентябре. Нас все время заливает. Такой красивый тротуар, он как будто зеркальный. Дождь не заканчивается. Еще до сих пор достаточно сильный идет. Поэтому по возможности старайтесь не выезжать из дома, чтобы не утопить свою машину или чтобы не попасть в очень сильные пробки. Смотрите, какие ручьи уходят в сливы везде. Очень часто в такую погоду у нас в городе забиваются сливы, и из-за этого тонет очень много автомобилей, когда идет сильный дождь. Посмотрите, вот я зашла в какой-то двор, и здесь тоже все в лужах. Осень уже заиграла своими красками. Смотрите, кто-то вот сидел, грыз на лавочке арбуз, но начался дождь, и ему пришлось убежать. Из-за арбуза он забыл. Только что мы узнали, что непогода есть не только в Одессе, в Украине, также она есть и в Польше, и в Чехии, и Укрзалізниця даже отменила ряд рейсов из Праги в Чоп и в Пшемышль. А также очень много территорий затопило в Молдове, там тоже сейчас идут сильные дожди. У нас в Польше осталось много друзей, много зрителей, поэтому мы очень искренне надеемся, что с ними все хорошо и они легко переживають эту непогоду, więc przekazujemy duże pozdrowienia do naszych kochanych widzów i przyjaciół w Polsce. Ну, на лужи посмотрели, дождь вам показали. Желаем всем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующем видео.